Всем привет! Особого настроения и желания не было записывать видеообзор автомобиля моего спустя год. Но когда посмотрел видеообзор прошлого автомобиля, особенно начало. Всем привет! Haval H6 All New 2019 года автомобиль. Прошел ровно год, как он в моем пользовании. Хочу оставить обзор спустя год о данном авто, что изменилось в моей голове после владения китайским автомобилем за год. Ну и что изменилось в самом авто за этот год и пробег 13 тысяч с половиной километров. Я понял, что нужно записать для истории автомобилю год. Haval H6 третьего поколения. Второй мой автомобиль Haval и с пробегом 13,5 тысяч километров. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Автомобилю год, ну и особых замечаний к нему от меня нету. Есть моменты, конечно, которые я, в общем-то, в процессе эксплуатации каждый раз снимаю видео. Специальный плейлист у меня на канале и показываю вам, что в процессе эксплуатации, что мне не нравится. По внешке у автомобиля все в порядке. Часто на трассе использовался, особых сколов на лакокрасочном в этих местах я не вижу, не замечаю. Ну, скорее всего, просто что не прилетало сюда ничего. Скол на лобовом имеется, и сразу можно сделать вывод, ну, как по мне, и многие оставляют отзывы, что слабенькие стекла. Много уже сколов именно от мелких камней. Ну а если камешек чуть мощнее прилетает, то остается скол. Там, где хром, с хромом все в порядке, никаких изменений не происходит. Как я покупал автомобиль, так хром вот как новый есть. По лакокрасочному покрытию, видать, слабенькое. Делал я замер толщиномером на прошлом еще автомобиле. Показывал вам видео. И здесь сделал замер. Те же самые показатели по толщиномеру. Сравнивал я с другими автомобилями, то на Хавале слой лакокрасочного тонкий. Особенно это заметно, если автомобиль в темных цветах. Темно-синий или черный. На белом это редко заметно, какие-то царапины там от веток или же от камней. Но вот прилетело мне прилично. Вот 2 скола, 3 скола на двери. Сбита полностью краска до металла. Но ничего не ржавеет. Так, в общем-то, не заделывал я ничем. И наблюдаю за этими сколами. Очагов ржавчины там или каких-нибудь моментов неприятных, связанных с ржавчиной, нету. Ни по днищу, ни по аркам. По салону тоже полный порядок. По сиденьям эко-кожа, так называемая заменитель кожзам. Также в порядке, никаких вообще даже ни складок, ни намеков нету на складки. Отлично. Сиденья отличные, с перфорацией, с вентиляцией, с подогревом. Все работает отлично. Подголовники. Ну, все четко. Рояльный лак, кстати. При аккуратном обращении собаки и дети у меня по салону не скачут, поэтому все в порядке. Ничем я не ухаживаю. Обычной микрофиброй иногда протираю. Никаких ни царапин, ни разводов не проявляется. Все в порядок. Руль также. Полностью все в порядке. Машина как завода в идеале. Никаких следов эксплуатации нету за это время. Понятно, что пробег небольшой, но все же. Торпеда. Все отлично. Педали также в порядке, не стерлись. Электроприводы сидений работают. Пороги тоже делал я вам по порогам видео. Пороги сделали они в этой модели меньше. И не стоит даже их обклеивать. В прошлом пороги были шире и постоянно ногами зацеплял. В этом варианте вообще вот пороги в идеале. Все в порядке. Пластик, нижний пластик, который в багажнике и на дверях, ну, царапается, поэтому если ногами будешь зацеплять, то вот, полоски здесь могут оставаться. Рояльный лак в этом месте, водительская. Также порядок. Пассажирская сторона, здесь жена в основном сидит, и вот видите, есть моменты, связанные с ногтями. При закрытии двери, при опускании стеклоподъемника. Также регулировки, все
отлично, все работает. В общем-то здесь замечаний вообще никаких нету к автомобилю. Сиденье также в идеале. Задняя часть салона. В последнее время начал много возить людей. Ну, также все нормально. Люди стараются аккуратно. Видят, что салончик чистый, автомобиль новенький. Ну и аккуратно пользуются. На пластике, если присмотреться, немного следы остаются от ног. Здесь никуда не денешься, это пластик. Пороги, опять же, здесь небольшие, поэтому пороги не страдают. По панораме также все в порядке. Но я вам скажу, не лишним. Лишним не будет. С панорамой очень классно. И на проветривание пользуюсь, и зимой открываю, солнышко в салон пробивается, и салон прогревается лучше. Очень классно. Ну и сплошная шторка, не просвещающаяся в этом автомобиле. Поэтому в этой модификации сделали, не в этом поколении. Солнце не пробивается, ну и не так нагревается салон летом. Очень классно с завода сделали электропривод, который багажника, крышки, который можно управлять и ключом. 2 раза нажимаем на кнопку. Также можно останавливать, если вам надо, чтобы не полностью крышка открывалась. И большой багажник. В этом поколении багажник уже большой. Есть несколько моментов. Можно полочку, кстати, полочка мощная, до 100 килограмм выдерживает. Можно тупо сидеть в багажнике. Можно опустить ниже ее. Немного увеличивается объем багажника. Багажник классный, огромный. Шторка прячется. Также предусмотрен вариант хранения шторки. Ну и там в подполе также можно хранить еще кое-что. Органайзер, сумки, инструмент. В этом поколении уже не найдешь ламп накаливания. Везде светодиодные лампы. Даже вот фонарь в багажник установили светодиодную лампу. Ну, пластик остался тот же, который, если у вас в багажнике что-то будет не прикреплено, то пластик будет царапаться. Но есть вариант эту обшивку снять. Со временем, может, сделаю. И обклеить карпетом. Карпетом обклеить таким вот мягким материалом. И понятно, что скроются и царапины, и не будет больше царапаться пластик. И как бы дополнительная будет шумоизоляция. Кстати, по шумоизоляции вариант не идеальный. Средняя шумоизоляция. Многие дорабатывают, обклеивают, ну понятно, что становится лучше. Но не могу я сказать, что шумоизоляция идеальная. Шум от колес, улица, ну то есть слышно. Но все привыкаемо, в общем-то. По электронике все функции, что есть в автомобиле, работают адекватно. Нету такого, что вот что-то установили, прописали, что оно есть, а оно не работает. Работает все, выполняет свои обязанности. Ну просто, что не всем, наверное, будешь пользоваться. Но все равно приятно, когда оно есть. Тот же самый автопарковщик, ну не всегда ты его будешь использовать, это понятно. Ну может, женщины и будут пользоваться. Ну и все можно смотреть по камерам. Руль вращается, педали я вообще не трогаю. Парковка в этом автомобиле полностью автоматическая. Ты можешь даже выйти из автомобиля, активировав на мониторе из открытого окна, протянув руку, активировав функцию. Ну, нежелательно, конечно, такое делать на свой страх и риск. Автомобиль сам паркуется. То есть, сидя просто в автомобиле на сиденье, ты не участвуешь ни руками, ни ногами. Просто наблюдаешь и в случае чего можешь остановить автомобиль, нажав на педаль тормоз. Функции помощи, безопасности, предупреждения, сигнализации о столкновении. Очень понравилось вот эти вот функции помощи при езде задним ходом. Запоминание последних 50 метров. Заехал ты, выезжаешь, включаешь функцию, автомобиль запомнил, как ты заезжал, и назад выйдет 50 метров также. Автоматически, без твоего участия. Несколько раз спасал меня помощник движения задним ходом. Не видел я. Один раз человек выскочил, другой раз велосипедист выскочил. Автоматически автомобиль остановился. Не участвовал я ни в торможении, ничего. Вот автомобиль остановился как вкопанный. Также при движении вперед. И вот один из минусов – плохая обзорность. Именно вперед из-за огромного капота, высокозадранного, так сказать. Твоя посадка ниже. Капот мешает видеть вперед, наверное, на 2, а то и больше метров. Ну и тут спасают, конечно, вот эти все помощники, датчики, камеры кругового обзора вообще на высшем уровне в этом автомобиле. Обзор 360, и в зеркалах камеры, и сзади, и передняя камера. Очень классно работают.
помогают вкупе с парктрониками. Вся эта система очень работает классно. Подъезжая к воротам, например, не увидел ты, сильно близко подъехал. Автомобиль сам остановится, не даст тебе столкнуться с препятствием. Полный привод, что немаловажно, очень классно, полный привод отрабатывает. Зиму я отъездил и только радовался. Разница передний и полный привод, ну, очень заметна. И огромный плюс, что есть в этом автомобиле полный привод. По расходу топлива делал я несколько видео. Показывал вам в онлайне по трассе, как он расходует, при какой скорости, сколько берет. По городу показывал также. Все просто. Чем больше давишь тапку, тем больше он жрет. Хочешь динамичной езды, соответственно, больше расход. При нормальной городской езде где-то около 10-12 литров в зависимости от города. По приборке сразу да. Садишься и как бы, ну вот, необычное что-то, не видел такого раньше. Привыкаемо буквально за день, привыкаешь ты к этой приборке, к этому планшету, или как можно назвать, я называю возле руля смартфон, а вот сбоку планшет установлено. Два отдельных устройства. Привыкаешь, очень классно. Солнце, блики, вообще ничего, этих проблем нету никаких. Видимость четкая и, кажется, на средней или даже на минимальной яркости. Все это видно, очень классно, запас есть в случае чего, да он и не нужен. Солнце никак не мешает, вот китайцы добились этого, что никаких бликов, никаких помех от солнца нету. По шайбе переключения передач также есть свои моменты. Делал я видео, также ничего сложного нету. Просто понять, как она работает. Есть моменты, как бы недостача кнопок. Тут, видите, с кнопками минимизировано все. Все занесено в головное устройство, в мультимедиа, и оттуда ты управляешь основным. Но включить, например, выключить климат ты можешь с кнопки. И основные моменты здесь: включить-выключить камеры, если тебе нужно вручную включить. Так они-то включаются автоматом в той ситуации, когда автомобиль видит какую-то опасность. Он включает камеры автоматически. Но есть некоторые моменты, которые неудобно включать в ходу с головного устройства. Но опять же, все привыкаемо, и потом, ну, просто ты привыкаешь, и для тебя это уже не проблема. По посадке, ну, сидеть нормально. Хотелось бы, может, подлиннее подушку нижнюю. И регулировку именно подушки верхней части, то есть передней части, чтобы она поднималась, вот как в прошлом поколении было. В этом поколении они убрали эту регулировку, коленный сустав, чтобы подушка поднималась выше. А вот в Haval Dargo они вернули это все на место. Регулировка руля в двух плоскостях. Вверх, на себя, от себя. Все это регулируется без всяких вопросов. Один раз, правда, выставил, не сильно часто будешь регулировать. Ну, если несколько водителей, то понятно. Кстати, если несколько водителей, тут минус, что память сидений убрали. Haval Dargo вернули они и память сидений, и регулировку подушки по высоте. По передней подвеске минус я вам говорил уже и показывал на видео. На волнах, когда передний передок раскачивается автомобиля критически сильно, слышен звук отбоя стоек, то есть сработки стоек до конца, металлический звук. Не часто это бывает, но в таких критических моментах, когда две волны ловишь сильные на большой скорости. По шинам. Шины вроде бы в этом поколении поставили более именитые, но опять же, это бюджетный вариант шин. Из-за того, что полный привод, то ты на них чувствуешь себя более увереннее на этом автомобиле. Если чисто был бы передний привод, то опять же на этих шинах были часто пробуксовки со старта, как в общем-то и на прошлых куперах. Куперы и вот эти Ханкоки, ну, они примерно одинаковые по качеству. Бывает, появляются моменты именно сзади где-то, вот именно, что связано, наверное, с замками спинок задних сидений. Появляется какой-то сверчок. Ни с того ни с сего появляется, потом пропадает. По передней части автомобиля вопросов нету. Никаких там ни сверчков, ничего не вылезает. На торпедо все четко, все классно. Вот здесь что-то бывает, появляется. Появляется, но потом пропадает. Левая спинка с замком, были вопросы. Показывал я вам, как решал их. Именно только выехал с салона. Сразу подскрипывало там. Как бы подстукивала, такие звуки издавала. Видео есть. По мотору при обкатке может брать масло. Следите за уровнем. Не только у меня, практически у всех.
люди пишут, что уровень масла уменьшается. То есть, или же вам нужно делать ТО первое на 5000, хотя дилер говорит, что можно при 10 ехать. Все зависит от вашей езды, от стиля езды. Если интенсивно будете гонять, то следите за уровнем. Может, до 10 тысяч придется долить масло. По маслу обсуждаем в чате. Заходите в Телеграме. Там, в общем-то, определились, какое масло доливать можно. Ну, или же сделать ТО на 5000. Ну, и тогда смените масло заводское. Зальют вам Shell там или что у них. И тогда на доливку вы будете знать, что в случае чего. Сейчас у меня масло не берет. Поначалу брал. Подкапотное, видите, не мыл я ничего. В общем-то, как есть. За 13 тысяч. Ну, в пыли. Пылесос. В пыли все. Газоупоры ставил также сам. На Алиэкспрессе заказывал. Ставить. Вообще без проблем. Любой справится. Видео также я делал. Металлическую защиту также ставил сам. Заказывал в Украине и ставил. Вопросов также нету никаких. Можете сами поставить, если есть условия. Сетку через время также поставил. Также видео делал, как. Можете сами все сделать. Снимается эта часть. И не надо снимать решетку. На сегодня все. В общем-то, еще один огромный плюс, который радует. Посмотрите цены на сегодняшний день, на Хавалы. Практически на 10 тысяч долларов упали в Украине. За такую стоимость, я не знаю, я бы 2 взял. Дарго пришел новый, он дешевле еще стоит, чем я брал вот 3-го поколения Хавал год назад. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме, мой Телеграм-канал, все ссылки в описании к видео, Инстаграм, там все найдете. Живое общение в Телеграме, владельцев и кто хочет купить автомобиль, также задают вопросы, многие помогают. В общем-то, всю правду рассказывают об этом авто. Всем удачи и до следующих видео.